Дуррес – самый древний город Албании с историей в 3000 лет. Сейчас мы находимся на одной из центральных площадей города, это площадь Свободы. Она такая современная, пальмы, фонтаны, и это одно из самых красивых мест в центре города. Мы живем в районе Тиута, и чтобы попасть в центр, можно сесть на автобус Дуррес-Плепа, но так как я с коляской, то предпочитаю пройти эти 2-3 километра пешком. Перед портом находится множество агентств, где продают билеты на паром в Италию. А там горит, едет пожарная, и мы как раз идем в этот дым. Нам сейчас здесь нужно пройти этот кусок, и там пожарные уже его тушат. Вон уже из шланга, вижу. И когда мы к нему дойдем, уже как раз не будет дыма этого вонючего, едкого. Стоим, ждем, чтобы это все потушили, чтобы мы могли пройти. Потому что там ничего не видно, и Алиса спит у нас в коляске, и вонище ужасное. Пока мы стоим, пережидаем, расскажу немножко про Дуррес. Для меня Дуррес делится на две части условно. Если встать лицом к порту, слева это пляжи, вот они. Я их вам показывала в прошлом выпуске. А справа это уже больше центральная и историческая часть города. И вот сегодня в этом выпуске именно о ней пойдет речь. Вообще в этот центр мы собирались выйти уже раза 4. И каждый раз у нас были какие-то сложности. Сегодня мы наконец-то собрались. И вот, дорогу нам перекрыл пожар. Из-за этого пожара образовалась огромная пробка в районе порта. И все ждут. Как быстро, да, вот огонь распространяется по траве сухой. Пожар почти потушен, и мы идем дальше. Это здание морского вокзала. А вот 2 огромных парома на баре. В сам порт можно попасть по этому мосту с автовокзала. Билеты на паром в Италию продаются в несколько городов из Дурреса. Это Бриндизи, Анкона, Триест и Бари. И билетные офисы находятся прямо вот там, вот, где я вам показывала при въезде в порт. Не спеша проходим зону порта и постепенно приближаемся к историческому центру. По пути вам встретится вот такая красивая церковь. И далее здесь рядышком будут вот такие указатели на исторические достопримечательности. Если вы идете с пляжной части города пешком в историческую часть, вы дойдете до вот этого моста. И дальше нужно повернуть направо. Вот мы вышли после моста на вот такую улицу с пальмами и идем в центр города. После моста мы вышли на такую красивую улицу. Там ничего виднеется. Землетрясение в Дурресе – банальная штука. Последнее сильное землетрясение произошло в 2019 году. Город разрушался десятки раз. Исторические достопримечательности Дурреса встречаются прямо среди домов, среди обычных кварталов. Вот какие-то колонны старые, и вот здесь на полу вот такая мозаика. А вот кто-то делает такую крепость сзади Алисы, макет крепости. Сейчас власти не восстанавливают разрушенные землетрясением дома периода Энвера Хаджи «Страшный совок», и на их место ставят новенькие гостиницы или многоквартирные дома. История Дурреса очень сложная. В разное время город имел разные названия: Эпидамнос, Дирахион, Дирахи, Дурацу по-итальянски, и играл важную роль в отношениях других государств. Через город проходила дорога Виа Игнатия, ведущая от Адриатики до Византии. Алису мы отсюда вытащить не можем. Так жарко, что даже собаки в фонтане резвятся. Выходи, Дося, пойдем. На этой же площади находится мечеть. Одна из самых известных исторических достопримечательностей Дурреса – это вот этот древнеримский амфитеатр. Его раскопки были произведены совсем недавно, в 1960 году его только обнаружили. В этом амфитеатре помещалось от 15 тысяч человек до 18. Вокруг вот просто обычные жилые дома расположены. И такая древность здесь вот.
Вообще, вот так интересно, в Дурусе все исторические достопримечательности разбросаны среди жилых кварталов. Там какие-то колонны, здесь амфитеатр, там дальше сейчас вы увидите крепостные стены и Венецианскую башню. Застрием мы вот в таких местах. Доца, выходи, пойдем дальше. Игрушек у тебя уже очень много. Сахар хочет, да? Оно так с сахаром, я попробовала. Надо сахар? Любитель какао. Вот здесь мы застряли. Сейчас мы будем кушать, пить. Долго не дойдем до крепости. Тихо, что ты делаешь? Ты что, такая голодная, что ли? Да. Так проголодалась? Не тяни, сейчас все упадет. Потихоньку кушай, не спеши. Ты что, Доця? Кетчуп. Пока дети едят, я изучаю Google карты. Хочется в одном видео показать вам все полностью, все самые интересные места. Все, свободно. Ешь свое. У каждого свое. Вкусно? Да. Давайте вы начнете кушать с салатика, хорошо? Доца, ты как поросенок, понимаешь? Маленький поросенок. Посмотри, какая ты грязная. Ты сейчас все вывернешь. Сядь, пожалуйста, нормально. По вот такой дурусовской улочке мы вышли к Албанскому колледжу. А сейчас мы идем дальше. Посмотрим крепость. Ай, ты мне сейчас палец оторвешь. Стены, окружавшие город, до сих пор стоят. И вы можете прогуляться той же дорогой, что и Юлий Цезарь. В 49-48 годах до нашей эры это место стало полем битвы двух легионов – Цезаря и Помпея. В Дурусе много памятников архитектуры, и они разбросаны на довольно большой площади, как для города с населением 200 тысяч человек. Здесь трудно выделить старый город или четкий исторический центр. Сейчас вечер уже, и здесь более-менее не жарко, потому что днем, конечно, здесь такое пекло. Пойдем. Оказывается, Алиса под коляской возит свои 5 порогов. Мама куда-то ушла, и Алиса захотела пойти за мамой. Она пошла, положила босоножки в коляску и начала долго выбирать, что же ей одеть. И выбрала тапочки. И в итоге мама таскает, да, всю Алисину обувь, весь гардероб. Босоножек и 3 тапочек. Наибольший памятник древности Дуруса – это крепость византийского периода, которая сохранилась в виде отдельных кусков стен и башен. Высота стен 12 метров, длина 3,5 километра. Построили крепость в VI веке, а под стенами устроен красивый парк. И сейчас через эту арку в крепостной стене мы выходим снова к амфитеатру. Сейчас я вам его покажу. Посмотрите, какая древняя мостовая из булыжника. Огромные камни. И мы будем подниматься вот туда, а амфитеатр останется справа. И даже сейчас вот мы можем наблюдать, как археологи продолжают раскопки, что-то там измеряют, потому что здесь еще далеко не все найдено. Это однозначно, и очень много интересных древностей не обнаружены. Думаю, что таки дата правильно говорит. Скорее всего, при строительстве какого-то жилого дома и был в 60-м году обнаружен этот амфитеатр. Здесь, в центре Дуруса, можно найти вот такие вот причудливые улочки. Мне нравится. Улочки Дуруса. Почему я всегда очень напрягаюсь, когда мы проходим мимо игрушечных магазинов? Начинается. Нам переезжать скоро, Тая. Оставляй. Нам переезжать, Доца. Ну как мы будем это все перевозить?
Ну вот, мы не можем же просто так уйти с магазина. Да, Алисе купили набор доктора. Алиса будет всех лечить. И Тае какую-то непонятную штуку. Что это? Ну, тебе она надо было, очень необходимо прям. У меня посуда. А сейчас хочу вам показать вечером на этой же площади, сколько людей. А вот прямо среди многоэтажных жилых домов тоже историческая древняя колоннада, древнеримская. Вечер, мулла поет в мечети. Сегодня вечером мы с Алисой вышли на набережную Дуроса. Она в 2 километрах от нашего дома. И здесь вот так люди гуляют. Там порт. Ты плывешь? Съесть? Ну ты садись рядом с ним на скамеечку. На руки ему. Сейчас я вам покажу очень недоброе лицо Тины Тернер. Я ее вообще тут не узнала, если честно, сначала. Маститься. Куда ты мастишься? Пирожуля. Повторюха-муха, да? Очень много детских площадок в этой части города. И вечером народ выходит на набережную, потому что солнце уже село, жара это ушла сумасшедшая. Не могу я это вырезать при монтаже. Так смешно танцуют, пусть. Ты разошлась, да, уже? Ребенок идет отдать денежку музыкантам. Визитной карточкой набережной можно назвать кафе-ресторан вон тот круглый с этим симпатичным мостом. И вот, в принципе, завершение набережной. Вот такие ступени. И там так красиво солнце садится где-то далеко. И все эти люди приходят сюда встретить закат солнца, заход солнца.
помылась? Ты вся уже мокрая. Пойдем домой, Доця. Пойдем. Сейчас брызнет в тебя, Доця. Все, ты вся мокрая. Пошли домой, давай быстро. Не надо, отойди от него. Все, я уже ругаюсь. Пойдем. Ты вся намокла. Что теперь делать, а? Что делать? И вот мы вышли к этому мосту, который идет в порт и в нашу сторону, в сторону пляжей Дуреса. Пора возвращаться в наш временный дом, потому что уже 10 вечера, и детям пора спать. В заключение я хочу сказать, что в Дуресе не все так плохо, как с пляжами. Исторический центр очень даже интересное и красивое место. В одном из следующих видео я покажу вам другую Албанию, о которой вы даже не подозревали.